тихие улочки, элегантные дома. И это не Париж. Мы находимся в столице Финляндии, в Хельсинки, и сегодня нас ждет знакомство с уникальным районом, где живут миллионеры, дипломаты. Этот район называется Эйра. И из этого видео мы как раз узнаем про этот район, посмотрим на красоту этого района, увидим много чего интересного и очень даже стоящего. Ну и также узнаем, какие цены за жилье здесь, в этом районе. Район Эйра на самом деле очень красивое, интересное место. И мне он очень понравился с моего первого визита сюда несколько лет назад. И с тех пор я сюда неоднократно прихожу, гуляю. Это место просто создано для пеших прогулок. Ну и, конечно же, здесь есть что посмотреть и есть о чем рассказать. И как раз я хочу с вами поделиться своими впечатлениями. И надеюсь, что вам тоже понравится этот уникальный, красивый район. Посмотрите, какая красота. Вот эти дома, вот эти вот здания, выполненные в стиле модерн северный, или как финны его называют, югент, от слова янг, молодой. Вот. И тут красивый парк. Сейчас апрель месяц, сегодня пасмурная погода, хорошая погода для съемок, вот, но не лето, и поэтому парк, может быть, выглядит не так красочно, как он выглядит в летнее время, когда здесь распускаются цветы, листья на деревьях, но элегантность и такая, как бы, некая роскошность парка, она, конечно же, налицо. Элегантность также этому району добавляет вот эти ступеньки, такой, можно сказать, вход в этот район, и по этим ступенькам поднявшись, мы как раз погружаемся в этот мир архитектурного такого чуда, архитектурного волшебства, что ли, да. То есть это уникальный стиль архитектуры, югент-стиль или северный модерн, или арт-нуво, арт-деко, его можно называть по-разному. Ну, финны его называют югент-тюле, что переводится как модерн-стиль. Ну, на самом деле, история этого района нельзя не начать вот с этого желтенького сооружения, здания. Именно с него все началось. Это больница, и называется эта больница Эйра. Название Эйра она получила в честь, здравствуйте, в честь богини медицины, богини врачевания финской мифологии по имени Эйра. Это такое красивое такое здание. Строилась как частная дорогостоящая больница. И этот архитектор Ларс Сонг, кстати, мой любимый архитектор, он уже известен несколькими был церквями, зданиями, своими работами. И вот эта больница считается чуть ли не шедевром его, не главным его творением. Она была построена в 1905 году как частная клиника, но она не похожа на стандартные больницы как того времени, так и, собственно, сегодня, потому что это очень элегантное, красивое здание. Простите, я уже третий раз говорю слово «элегантное», но, тем не менее, это очень красивое здание с такими всякими фигурками, напоминающими замок, дворец. Вот окна сделаны всевозможным в таких красивых сказочных стилях. И она, кстати, по сей день является частной клиникой, закрытой. Ну, да, можно, конечно, упасть, но мы не будем этого делать, потому что у персонала возникнут вопросы. Но Ларс Сонг, когда строил эту больницу, его целью было сделать такую больницу, чтобы в нее было не страшно приходить пациентам. Ведь согласитесь, какие ваши чувства, когда вы приходите в больницу? Ну, это мрачные стены, плитка ужасная, там выложенная, да, и сразу чувство, что сейчас будет неприятно, больно, дискомфортно, и не факт, что я отсюда вообще выберусь. Вот. Архитектор Ларс Сонг, он шведского происхождения, кстати, он сделал такую больницу, создал, что она не похожа на такие больницы, и человек, который к нее, пациент особенно, кто в нее посещает, он сразу видит, испытывает совершенно другие чувства, совершенно другие эмоции, потому что в такой больнице приятно как болеть, так и просто за ней наблюдать. И, конечно, она яркий пример стиля югент. Это стиль, который именно финский такой стиль, да, который отличается тем, что очень много национальных элементов, то есть сказочных элементов. Часто на фасадах изображены герои Калевалы или других финских мифов, эпосов. Вот. И как раз эта больница очень хорошо это отражает. Ну и плюс сказочные элементы, колонны, всякие перегородки между окнами интересные.
эркеры, которые часто вот здесь тоже есть такой эркер, да, на этом здании. Круглые окна, гранитные какие-то основания, заборы. Все это вместе создает такой мини-замок внутри города, да. И видим, что рядом как раз более современные здания. Но мы еще поговорим о Ларсе Сонке. Так вот, с этой больницы все началось. Была построена эта больница, и чуть позже был построен район, и мы тоже чуть позже об этом поговорим. Но давайте подойдем к другому зданию. Как раз вот больница Эйра, и справа от нее расположено вот это здание. Называется оно Вилла Йоханна. Красивейшее здание, я считаю, очень уникальное. Это второе здесь в этих краях построенное сооружение. Интересно это здание тем, что оно тоже построено в стиле югент. Конечно, она сейчас пошарпанная, вот эта колонна, она немного ее нуждается в реставрации. Давайте подойдем к этому зданию и поближе его рассмотрим. Вот как раз видно название здания Вилла Йоханна. Архитектор здания Селим Лингвист, который построил это здание для владельца, и жену этого владельца звали Йоханна. В честь нее и названо это здание. Сейчас это частный дом, частное владение, там горит вон свет в окне видно. Вот интересный такой элемент на доме, на здании, это вот эта фигурка дракона, такого, символ, может быть, некий оберег, да, на входе он повешен, что дракон это символ силы, неприступности и так далее. Вот видно ряд других красивых элементов. Да, странно, да, что вилла Йоханна в честь жены названа, и тут же какое-то чудовище, да, какая здесь связь непонятна, но, видимо, ее просто нету, не подумали, но, тем не менее, и дракон, и название это украшение виллы, равно как и мозаика на входе. Смотрите, какое интересное панно. Я в Хельсинки вообще не знаю больше зданий, где вот так вот мозаичный такой вход, где покрытие перед входом, да, вот может быть уличная территория, декорирована тоже так красиво и является как бы частью общей композиции. Так вот, и вилла Йоханна была через 2 года после больницы Эйры построена через год, в 1906 году. Вот. Ну, а вот больница Эйра, вот она рядышком. И вот уже затем тот самый архитектор Ларс Сонк, по его как бы хотению, он был таким не только архитектором, он был еще хорошим планировщиком, хорошим таким профессиональным урбанистом. И у него была идея сделать внутри города такой район, состоящий только из модерновых красивых домов, вот как эта больница Эйра, такого же типа, такого же, также выглядел в таком же стиле. К счастью, рядом с больницей находился пустырь, скалистый такой пустырь, покрытый всевозможными скалами, такой редкой растительностью, какие-то, может быть, сельскохозяйственные угодья там были в небольшом количестве, рядом море. И вот эта скальная поверхность была в начале 20-го столетия, была в таком запустелом состоянии, то есть она была бесхозной, и ничего на ней не было. И вот у этого архитектор получил разрешение на строительство здесь района. Так вот, вместе со своими друзьями, архитекторами, коллегами, одного из них звали Армас Лингрен, другого Берталь Юнг. Вот, и ими был как раз построен этот район, собственно, спроектирован. Да, Ларс Сонк, он спроектировал его, да, улочки извилистые этого района. Вот, идея была его такой некий город-сад сделать, да, внутри Хельсинки. Город-сад, так назывались районы, спокойные, тихие районы, покрытые зеленью, красивыми домами, спланированным в едином стиле в рамках одного города. Как раз был построен этот район, он строился более 10 лет, примерно с 1907 по конец 10-х годов, по 1919 или 20 год. В стиле модерн, в стиле югент. Этот стиль уже тогда был не очень популярен, и, можно сказать, это последние такие штрихи этого стиля здесь, в Хельсинки. Хотя в нулевых годах, в 1900-х, я имею в виду, этот стиль был мега популярен. И в Хельсинки очень-очень много зданий, по-моему, примерно 600 зданий такого стиля. Вот, но больница Эйры и район не единственное творение Ларса Сонка здесь. Уже потом, когда район построил, уже просуществовал, был обжит, им же была построена вот эта церковь, так называемая церковь Агриколы, Микаэля Агриколы. И ее построил Ларс Сонк в 30-е уже годы, спустя где-то 15 или даже более лет после района.
И вот эта церковь, она уникальна. Ну, во-первых, кто разбирается в архитектурных стилях, тот может подумать, в какого стиля это здание, да? Как вы думаете, какого? Ну, логично, что это модерн. И действительно, элементы модерна и даже неоготики здесь присутствуют. Но, как ни странно, что все путеводители и все статьи в один голос пишут, что это стиль функционализм. Стиль, который я совершенно не люблю, который совершенно некрасивый. Чуть позже мы увидим внутри района Эйра здание в этом стиле построенное, единственное такое больное место, можно сказать, этого райончика. Так что это функционализм, церковь Агриколы. Да, и этот шпиль, он имеет возможность с помощью каких-то там механизмов опускаться, да, и во время Второй мировой войны, чтобы церковь могла служить ориентиром, да, и чтобы этого не случилось, этот купол был опущен, и церковь сохранилась. Собственно, район Эйра тоже пережил 2 мировые войны, первую и вторую, и больницы Эйра, и они совершенно не пострадали. Это очень здорово, это очень хорошо, я считаю. Вот сейчас я подхожу к одному интересному дому. Хотите его увидеть? Очень красивый, очень элегантный, очень красивый дом. Посмотрите на него, вот он желтенький. Знаете, мне напоминает его верхняя часть, такую прическу графа. Вот эти кудряшки, завитушки на париках, которые носили в то время. Да, еще интересно, что район Эйра – это район посольств. Такой тихий уголок, очень хорошее место для того, чтобы страна какая-то, да, здесь сделала свое посольство. В Хельсинки я знаю 3 района разных, в разных частях города, в которых находится группа посольств, и Эйра один из них. Здесь находится 4 посольства, и к одному из них я уже подхожу. Кстати, названия улиц здесь тоже иногда такие достаточно интересные. Эдельфельтентие, дорога Эдельфельта, ну, Эдельфельтова дорога. Эдельфельт – это художник финский, самый популярный финский художник, чьи картины хранятся здесь в главном музее Атенеум. Как я уже сказал, район Эйра является районом посольств. И вот перед нами посольство Чехии. Такое красивое здание. Изначально оно было построено как частная вилла. Ну и потом, конечно, Чехия, республика, да, захотела себе выкупить это здание, чтобы в нем находилось ее посольство. Конечно, иметь посольство в таком районе – это очень здорово и круто, потому что район, как слышите, тихий, шум машин сюда особо не доходит, и здесь приятно находиться. Вот видим, как раз надпись написана, что посольство Чешской Республики. И совсем рядом с ним, вот я как раз его уже вижу, находится посольство Латвийской Республики, посольство Латвии. Латвия – уникальная страна, которая недалеко относительно от Финляндии расположена, где-то 300 километров. И вот как раз здание посольства. Тоже посмотрите, в каком интересном стиле оно. Не скажу, что это стиль югент. Тут как раз, наверное, тоже это здание стилистически выделяется, потому что я вижу на нем элементы Ренессанса. Дома, конечно, здесь уникальные. И каждый по-разному. Вот этот желтенький дом, конечно, не так красив, как видите, да. И мне кажется, его ошибка архитекторов здесь именно в цвете, да. Вот куда лучше вот такой пастельный, на мой взгляд, цвет здания, как вот этот дом. Да, ну и по элементам он тоже, декора, он тоже отличается. Ну, посольство Латвии тоже мне нравится. Оно даже покрасивее, чем чешское посольство, да. И, возможно, это самое красивое посольство здесь, в районе Эйра, из всех 4. Вот эта улица, по которой я сейчас иду, вот вы как раз видите сейчас ее название, построена разными, вернее, дома на этой улице построены разными архитекторами, и можно увидеть взгляд, да, на архитектуру разных людей. И, знаете, вот какое чудесное, просто невероятное здание, удивительное, я как будто в Англии нахожусь. Смотрите, вот так я фото сделаю, и никто не скажет, что я нахожусь в Финляндии, потому что совершенно нетипичный для Финляндии стиль архитектуры. Да, Европа такая здесь, в таком северном, конечно, тоже виде, но не скандинавском. И такой балкончик, такие окна такой формы, кирпичная кладка, натуральный кирпич. Да, с перепадами такие видно, что угловатости замечательно, очень, очень замечательно. Вам, наверное, интересно узнать, какие цены на жилье в этом районе. Не буду вам сейчас всех секретов открывать. Скажу, что минимальная жилье, стоимость, я имею в виду не аренды. Аренда здесь тоже не маленькая. Я даже не знаю сколько, ну, как минимум 1500 евро.
Вот. Но именно если покупать жилье, то 500 000 стоит самая дешевая здесь квартира. Это наверняка будет какой-то многоквартирный дом, не такой частный дом, разумеется. Вот стоимость частного жилья я вам чуть позже скажу, и вас она наверняка удивит. Вот в таких вот домах как раз живут несколько семей, и видно, что вот в таком доме как раз квартира может стоить 400, 500 тысяч, 700 тысяч евро. Вот. Ну а если вы уже хотите приобрести вот такой частный дом, здесь надо уже подсобирать чуть больше деньжат. Район интересен тем, что здесь мало машин. Машины, конечно, есть, это жителей района. Это парковочная зона 2, то есть это уже не центр Хельсинки. Улица, по которой я иду, называется Юхани-Ахон-Тия. Кто такой Юхани-Ахон? Вернее, Юхани-Ахо, я вам чуть позже скажу. А пока идем дальше. Ну, на самом деле, здесь несколько домов, которые выбиваются из общей архитектурной структуры. Вот один из них. Уж не знаю, по каким причинам он здесь появился, зачем и как, но вот есть такой дом, и вот, наверное, в нем самое дешевое жилье в этом районе, в силу того, что дом просто не такой красивый, как все вокруг. Он, я бы даже сказал, совсем некрасивый. Да, этот дом в стиле функционализм построен, то есть стиль функи, как его финны называют, где практичный внутри, но не очень красивый снаружи. Вот, и видим, что по району гуляют люди с собачками, вот как вот этот мужчинка. И видим там такой, сзади меня, видите, розовый красивый дом, уникальный, потрясающий. Конечно, нельзя назвать, что здесь какие-то исторические события происходили. Скорее мы здесь видим, как живут миллионеры, может быть, какие-то богемные люди. Но исторически это интересно именно с архитектурной точки зрения и тем, что скорее любителям красоты, любителям уюта, комфорта, ну и, разумеется, красивой архитектуры. Вот еще одно здание, скорее всего, многоквартирное, но очень-очень красивое здание. Каждое здание здесь произведение искусства. Ну, я не про это здание говорю. И мы сейчас от него отходим. Посмотрите, хочу обратить внимание на какие здесь деревья необычные растут. Ну, летом, конечно, они будут покрасивее, чем сейчас. Ну и сейчас они вот в это время, они тоже смотрятся даже очень интересно. Здесь возникает чувство, что тоже архитекторы старались переплюнуть самих себя со строительством каждого дома. Посмотрите, взгляните, каждый дом по-своему красив и интересен. И даже вот тот, что сзади меня вы видите. Хотелось бы мне жить в этом районе, безусловно. Здесь очень хорошая транспортная, ну не развязка, но здесь ходят трамваи. Несколько трамваев, буквально каждые 3-5 минут. Поэтому уехать отсюда в центр Хельсинки, до которого 5 минут буквально на трамвае ехать, 5-10 минут, очень просто и легко. Ну вот, конечно, если вы владелец такого дома, то у вас по-любому должна быть машинка. Ну или вот можно вызвать такси. Финляндия знаменита своими холмами, и в городах часто приходится то подниматься вверх, то спускаться вниз. Вот сейчас я как раз поднимаюсь на легкий холмик, но этот холмик приведет меня к одному посольству, которое выделяется среди остальных посольств. Сейчас вы увидите, чем. Вот и по пути давайте посмотрим на дом, который сейчас за моей спиной. Красивый тоже дом с уникальными полосками на фасаде. Да, вот это здание, которое я хотел вам показать, это норвежское посольство, посольство Норвегии. Да, удивительно, что страна Норвегия единственная страна, ну, самая дорогая страна из представителей тех стран, которых посольства здесь, которых расположены. И вот такое вот уродское здание, да, некрасивое, в стиле функционализм. Почему оно здесь появилось? Интересно, что еще в 1913 году, когда строился весь этот район Эйра, это здесь был тоже построен вот как раз архитектором Селимом Лингвистом был построен красивая вилла, красивый особняк, подобный тем, что мы вот сейчас видим в этом районе, которая приобрела в 20-е годы Норвегия. И затем уже в 1964 году ими было построено посольство. Вот это здание из-за экономии средств, хотя Норвегии ли было экономить. И вот, кстати, кусочек скалы остался. Вот так выглядел этот район
примерно вот такое скалистое покрытие, оно было до того, как появились все эти здания. Ну и что касается здания посольства Норвегии, то, на мой взгляд, это самое некрасивое посольство здесь, в этом районе. Но одно из красивых посольств здесь еще есть. И оно тут совсем неподалеку, совсем поблизости. Сейчас мы его увидим. Вот оно, это посольство Египта. Красивое здание, вилла тоже была частная изначально. И Египет выкупил эту землю, эту территорию с этим зданием, домом. И теперь там находится египетское посольство. Ну и по соседству с этим зданием видно другое здание, где живут те, кто работает в этом посольстве египетском. Я сейчас вижу зеленое здание. Мне очень нравится цвет этого дома. И, на мой взгляд, это один из красивых здесь в плане цвета домов, зданий. И это не жилой дом, это школа. Это школа, где учатся дети старших классов. Ну, не начальная школа. Начальное обучение проходится в другом здании, а здесь уже дети, взрослые дети обучаются. Да, вот этот цвет здания, знаете, он так подобран уникально. И вот в сочетании с соседними зданиями, многие из которых такого желтого, розоватого, бежевого цвета, серого какие-то, да, и вот эта вот смесь цветов, сочетание их друг с другом, оно, конечно, делает этот район не столько уникальным, сколько красивым, эстетически красивым, да. И, кстати, население его 1000 человек примерно, чуть больше 1000. И обойти его можно буквально за 5-10 минут. Здесь приятно находиться и каждый раз приходить. И нет-нет, а что-то интересное увидеть. Здание школы было построено в 1920 году. Ну и представьте, что вы ребенок и учитесь в такой школе. Согласитесь, в такую школу идти довольно-таки приятно. А вот как раз видно там вдалеке норвежское посольство, где мы недавно были. Вот здание серого цвета, тоже очень красивое. Вообще в эту погоду в серую так все красиво смотрится. Нет этих солнечных бликов, теней. И свет равномерно падает на поверхности зданий. И не только зданий, всего-всего, что есть. Вот. И делает их цвета, особенно вот когда вы смотрите в камеру, такими яркими, сочными. Ну и, конечно, вот это зеленое здание, одно из самых красивых. Вот это здание тоже не могу не выделить. Это уже не югент, это вот какой-то другой стиль. Но сейчас не буду умничать и говорить, какой, я не могу определить 100%. Вот. Это соседнее с районом здание, оно тоже очень красивое и тоже такая архитектурная жемчужинка. Кто-то вызвал такси, покидает район. Сейчас мы как раз на окраине района, расположены в самом краю. Идем по крайней улице, можно сказать, по пограничью этого района. Вот. И я сейчас подхожу к такому дому интересному. Если кто смотрел русский советский мультик «Вовка в 30-м царстве», и там была такая печка сказочная. И вот этот дом очень напоминает ту самую печку с глазами. Посмотрите. Да, я сказал, что то зеленое здание, здание школы, по цвету самое красивое. Но вот я сейчас подхожу к зданию. Я, кстати, каждый раз забываю о том, что здесь есть, наверное, самое красивое по цвету, цветовой гаммы здание. Это вот здание, к которому я подхожу. Этот цвет, конечно, очень здесь смотрится красиво и зимой, и в серую погоду, и в солнечную погоду. Это вот эта вилла голубого цвета. Посмотрите, какое произведение искусства архитектурного. И как важно в архитектуре, в строительстве подобрать цвет здания. Если есть, конечно, такая возможность, выбирать и разукрашивать дом какой-то цвет. По-моему, вот этот оттенок, этот цвет вписывается сюда более чем. Архитектура вообще очень влияет на восприятие мира. И, насколько я заметил, люди, которые выросли в таких панельных домах, да, в серых, то они чуть более недовольны жизнью. Хотя не должно от этого зависеть, но тем не менее. Такие места, такие районы, и жизнь в таких районах, она как бы влияет на психологию восприятия жизни человеком. И вот когда ты живешь в таком районе, когда ты заходишь и выходишь вот из этого дома или из этого дома, то мироощущение совершенно другое. Когда ты живешь в таком районе, то ты невольно чувствуешь себя человеком. Вот я сейчас нахожусь тоже в одном скверике. Это главный парк района Эйра, парковая такая зона, хотя здесь как бы одновременно парковка, но однако же здесь лавочки стоят, деревца высажены красивые, элегантные. И дома, которые здесь расположены, наверное, одни из самых
дорогих. Ну а сам парк представляет из себя такую красивую зеленую площадку, ведущую к морю. Как раз туда мы сейчас спустимся с вами. Ну давайте еще полюбуемся здесь домами, окружающими площадь. Каждый дом — это отдельное произведение архитектурного воплощения фантазии архитекторов. Здесь, кстати, очень здорово сделано. Дом, конечно, красивый, с вот этими эркерами закругленными, да, окна, цвет, все хорошо, крыша красная, черепичная и забор. Посмотрите, какой интересный забор. И летом он, конечно, зарастает, определенный образ создается тем самым. Ой, как красиво море смотрится сегодня в такую погоду. Балтийское море, Хельсинский, вот этот архипелаг, залив, островки. И я спускаюсь по этому парку и вижу памятник какому-то мужчине. Ну, это тот самый Юхани Ахо, знаменитый финский писатель. Он жил как раз в этом районе. И, кстати, Юхани Ахо — это его псевдоним. Он писал много о взаимоотношениях людей, о природе, о жизни. Он как раз жил и писал, творил в период, когда Финляндия становилась той Финляндией, которую мы сейчас знаем. Он застал как раз переход от Российской империи к независимости, и в его книгах это тоже упоминается. А еще он уникален тем, что он был популярен при жизни. Столь редкая удача для писателей, поэтов, творческих людей, когда они при жизни становятся признанными. И как раз благодарные жители района решили здесь установить памятник этому писателю. Весна наступает в этом году, она чуть раньше обычного наступает в Финляндии. Вот уже на деревьях видны почки, уже даже чуть-чуть распускаются, здорово. Достаточно пройти дождику, и все здесь будет цвести и пахнуть. Вот тут есть такая площадочка для выгула собак. Собакам не свойственно любование архитектурой, но их хозяевам очень даже здесь неплохо, я думаю, находиться. Здесь в парке растут сосны, ели. Иногда бегают зайчики. Видно море, видно памятник морякам. Здесь стоит такая типа стеллы. Ну, можно сказать, что проект, идея Ларса Сонка и его друзей, оно воплотилось в жизнь. И по сей день это район, конечно же, очень красивый и дорогой. Кстати, я обещал вам сказать стоимость жилья, самую дорогую стоимость жилья здесь. И как нетрудно догадаться, что самое дорогое жилье в этом районе, в районе Эйра, оно расположено как раз в тех домах, где вид на море открывается. И стоимость здесь доходит, внимание, до 6 миллионов евро. Представьте, за эти деньги можно виллу в Южной Европе приобрести. А здесь у вас будет дом в северной стране. Ну, какой дом, да? Дома все очень красивые. На побережье видим еще одно здание. Вилла Энси оно называется. И оно изначально было построено как роддом, родильный дом. Здесь рождались дети. Кстати, в больнице Эйра тоже в свое время был роддом какое-то время. Но здесь, разумеется, их рождалось значительно больше. Вот как раз видим здесь какой-то памятник какому-то атланту, у которого видны все причиндалы. Ну, а вот здание виллы Энси, красивая, элегантная вилла. И здесь как раз вид на море. Вот этот парк с видом на море, да, и парк — это Мэри Пуйстово, морской парк. И здесь можно увидеть рядом с больницей тоже такие на входе, ну, двери, да, красивые. И две скульптуры. Одна из них вот целующаяся парочка. Это то, что предшествует тому, чтобы дама попала в роддом. То есть, грубо говоря, это за 9 месяцев до роддома, а эта скульптура называется 9 месяцев после роддома. Ну, вернее, она называется материнство, этот памятник. И видим, что здесь мать кормит младенца. Архитектор этого здания тот же самый, что и построил ряд домов здесь, включая виллу Йоханна, Селим Лингвист. И назвал он это здание Энси, так звали его дочку. По имени своей дочери он назвал это здание роддома, вилла Энси. Ну вот, дорогие друзья, наша прогулка по красивейшему, уникальнейшему, одному из моих любимейших районов Хельсинки, району Эйра, подошла к концу. Надеюсь, что она вам понравилась, и вы можете также смотреть на моем канале другие видео про Хельсинки, которые вам тоже могут понравиться. Например, одно из самых интересных, на мой взгляд, видео — это «Русский Хельсинки», где рассказано о связи Хельсинки с Российской империей.
каким он был, и также какое было у него сотрудничество с Советским Союзом. Ну, а вам я говорю до новой встречи и до новых видео. Пока!